Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Авторы популярной в узких кругах визуальной новеллы Valhalla представили трейлер своего следующего проекта — 45 Parabellum Bloodhound. Игры об уставшем радикале, который ищет рай. Главная героиня — Рейла Микадзути, машина для убийств, которая выходит из депрессии и собирается перестроить свою жизнь, делая то, что умеет лучше всего. Правда, как это поможет перестроить хоть что-то, не очень понятно. Геймплей строится вокруг боевой системы с хитрым названием Active Time Action, где пошаговые элементы комбинируются с действиями в реальном времени. По словам авторов, в игровом процессе важно позиционирование и составление цепочек умений, а свой фан там найдут и хардкор игроки, и люди, которым просто понравилось настроение игры. 45 Parabellum Bloodhound выйдет когда-нибудь в Steam. Sukeban Games также собирается выпустить сиквел Valhalla под названием Nirf Anna, но им займутся после релиза Bloodhound. Федеральная торговая комиссия США, та самая, которая безуспешно пыталась прервать сделку Activision и Microsoft через суд, раскритиковала решение Microsoft повысить стоимость Game Pass. Агентство направило соответствующее письмо в апелляционный суд 9-го округа США. Как гласит жалоба от FTC, действия Microsoft не соответствуют заявлениям, озвученным в рамках судебного разбирательства. Это именно тот вред потребителям после слияния, о котором предупреждала FTC, указано в письме. Также в FTC отметили, что все эти изменения происходят незадолго до выхода новой Call of Duty. Проблема в том, что до нововведения от Microsoft шутер не посетил бы только базовый уровень Game Pass Core, а теперь к нему частично присоединится и Game Pass стандарт. Его подписчики не смогут погрузиться в Black Ops 6 на релизе. Microsoft почти моментально отреагировала на критику FTC. Вот пара пунктов из письма компании. Остальные можете изучить в заметке на нашем сайте. Жалоба от FTC, говорят, вводит в заблуждение и является очередной попыткой агентства вернуться к рассмотрению дела против сделки. А новый тариф Game Pass стандарт за $15 в месяц вообще неправильно называть урезанной версией Game Pass для консолей за $11, которые убирают из продажи. В стандарте действительно нет игр в день релиза, но зато есть доступ к мультиплееру. Эту опцию абонентам Game Pass для консолей приходилось докупать за $10. В итоге до введения стандарт люди были вынуждены платить даже больше. Майки отметили, что Game Pass особо не интересовал FTC в суде до завершения сделки. Вместо этого сотрудники регулятора продавливали мысль, что Microsoft собирается изъять Call of Duty с консолей Sony. Этого в итоге не произошло. Black Ops 6 посетит в том числе и PlayStation. Подытожили ответ тем, что нет никаких доказательств вреда потребителям или другим участникам рынка из-за произошедшей сделки. Именно к этому верному утверждению и пришел окружной суд, подытожили в компании. Кажется, FTC действительно оказалась права в своих опасениях или нет? Сложный вопрос. Пишите свое мнение в комментах. Автор BioShock, Thief the Dark Project, System Shock 2 и просто классный парень Кен Левин высказался о главной проблеме диалогов в играх. По его мнению, ей является пошаговость реплик. Под пошаговостью Левин подразумевает паузу, которая возникает между репликами. Обычно это техническая особенность того, как работают диалоги в играх. Но Левин очень хочет от этой паузы избавиться в своей новой игре Judas. Он отмечает, что персонажи в играх редко перебивают друг друга, хотя в жизни это происходит постоянно. Кроме того, некоторые актеры не любят менять написанные реплики, что тоже добавляет искусственности. Говорит: «Мне больше нравится, когда на репликах из моего сценария есть немного грязи и потертостей, потому что таким образом они становятся натуральнее. Это больше похоже на то, что персонаж переживает эмоцию в данный момент, а не зачитывает с бумажки. Большинство людей все равно идеально не разговаривают». Конец цитаты. К сожалению, даты релиза у Judas все еще нет, так что непонятно, когда у нас получится оценить инновационный монтаж диалогов от Левина. Накануне издание IGN показало геймплейный отрывок Star Wars Outlaws, который публика, мягко говоря, не оценила. Аналитик внезапно Банка Америки не прошел мимо этой ситуации и во время обсуждения итогов финансового года поинтересовался у Ubisoft, планирует ли она переносить игру из-за критики от сообщества. В секции с комментариями действительно много не самых лестных отзывов о содержимом ролика. Пользователи раскритиковали глупое поведение ИИ, скучный дизайн миссии, проблемы с производительностью, неестественное поведение воды, низкое качество графики и так далее. Тем не менее, Ubisoft четко дала понять, что, несмотря ни на что, сохраняет оптимистичный настрой. Финансовый директор компании Фредерик Дюге подчеркнул, что Star Wars Outlaws уже ушла на золото, поэтому дата релиза не сдвинется. Он заверил, что в ближайшее время появится больше материалов качеством получше. Star Wars Outlaws стартует 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, включая подписку Ubisoft+. За покупку золотого и ультимативного издания выдадут ранний доступ к игре с 27 августа. Русские субтитры в наличии.
Для Warframe готовят крупный апдейт с лаконичным названием 1999. В рамках TennoCon 2024 разработчики показали несколько материалов и раскрыли дополнительные детали о дополнении. Да, игроков действительно перенесут в 1999 год и даже добавят немножко свиданий. Место действия — альтернативная Земля, период новогодних праздников, конец 20 века. Соответственно, дополнение расскажет предысторию Warframe. Игроки возьмут на себя роль Артура Найтингейла, лидера Гекс, группы из 6 бойцов, вооруженных прототипами варфреймов. С членами Гекс можно флиртовать через местную Аську. Если довести отношения до нужной кондиции, то вас ждет поцелуй в Новый год. Ради обновления авторы придумали музыкальную группу Online и записали для нее реальную песню. Что интересно, Online появляется и в основной сюжетной линии Warframe спустя сотни лет после событий 1999. Они станут пятеркой злодеев, которых вам предстоит убить. Warframe 1999 выходит этой зимой. Главная новость прошедших выходных — это то, что вы, зрители stopgame.ru, снова показали, какие вы все крутые и, похоже, очень богатые. На выходных прошел Скуфский Лиман, и впервые в истории СГ сборы в рамках 24-часового стрима перевалили за 1 000 000 рублей. Благодаря вашим донатам выбиты все цели, и даже чуть больше. По секрету нам пришлось расширить список целей прямо по ходу эфира. Теперь мы торчим вам музыкальный баттл, видео об играх, которые нас сломали, разовый обмен рубриками авторов рефанда и разбора полетов, совместный просмотр уральских пельменей и еще больше лиманов. Спасибо всем, кто заглянул на лиман, всем, кто отсидел весь лиман вместе с нами и всем, кто продолжает поддерживать StopGame на протяжении буквально десятков лет. Запись стрима можете найти на нашем сайте, как и кучу других интересных материалов. Алексей Лихачев подготовил обзор Flock, а Игорь Ерошев подробно разобрал X-Defined. Переходите и читайте, там интересно. Хорошего вам понедельника. Пока!